Есть два типа подписчиков моего канала, это тем, кому интересны хоррор-игры, а я их очень сильно люблю, и те, кто увлекается фурями. Первая часть рубрики лучших фурий персонажей вышла аж 2 года назад, и за все эти 2 года я успел закончить шарагу на красный диплом и сходить в армию. Но даже после армии я ничуть не изменился, все же есть часть людей, которая подписалась на этот канал только из-за моего увлечения фурями. Но скажу, что я не причисляю себя конкретно к фурям, мне просто нравятся картинки с антропоморфными животными. И все. А кричать на каждом обоссанном углу о том, что я фури, не стану. Пацаны, я не из ваших. Времени прошло много, да и просьб о продолжении рубрики становится все больше и больше. Поэтому вы заслужили. К вашему вниманию я представляю новую часть рубрики на канале Иван Майлд. Лучшие фури персонажи. Я напоминаю, что в этой рубрике я буду разбирать фури персонажей из разных вселенных. В данном случае фури персонажей женского пола. В комментариях под прошлой частью рубрики некоторые просили фури персонажей мужского пола. На эту тему, думаю, интересоваться мне не стоит, но это ваше желание. А чтобы оно исполнилось, чтобы я запилил отдельную часть рубрики, посвященную лишь персонажам мужского пола. Как-никак на моем канале царствует равенство. То напишите об этом в комментариях, чем больше будет просьб на эту тему, тем быстрее я пойму, что вам это нужно. Поехали, сказал бы я, если не одно но. Если вы не смотрели прошлую часть рубрики, настоятельно советую посмотреть. А если смотрели, то у меня есть пара вещей, которые я сказал неправильно в прошлой части. Комментарии я все читаю, и то, что некоторые люди меня где-то поправляют, это наоборот хорошо. Ну, первый косяк, многие в комментариях меня исправляли в том, что Тариэль и Тэмми являются монстрами, а не фурями. На что я могу ответить, что данное заявление по факту, но один хер сейчас на что ни посмотри уже фурифицировано. С одной стороны Тариэль монстр, а с другой фури художники делают из нее фури. Понятие фури очень растяжимое, и вместо того, чтобы пояснять в комментариях, кто это или что это, сначала посоветую посмотреть на самого персонажа. Ну, типичная же фурия, согласны? Ладно, спорить на эту тему у меня нет никакого желания. Тариэль и Тэмми монстры из подземелья, но не вставить их в прошлую часть рубрики я никак не мог. Еще был косяк с покемонами, и я хотел бы исправиться. Те, кто увлекается покемонами, я назвал педофилами, и мне очень стыдно за свои слова. Я сказал полную чушь, поэтому прошу прощения. Возможно, отдельно про покемонов я запишу видос, но все зависит, конечно же, от ваших просьб. Итак, прежде чем мы приступим, я немного подкорректирую правила рубрики. Я не хотел вставлять там собак, кошек и других животных, которые ходят на 4 лапах и тому подобное. Потому что обязательное условие для фури персонажа это его антропоморфность. То, что он ходит на 2 ногах, то, что у него есть какие-то человеческие потребности. Но некоторые люди в комментариях меня в этом упрекнули, поэтому мною было принято решение, мы с вами рассмотрим не только прямоходячих, но и других четвероногих друзей, в том числе и других особей. Теперь-то уж точно можно начать, но небольшое предупреждение. Я стримлю на Твиче. В основном я играю в Overwatch, а иногда я даже угораю в VR-чате, так что вы знаете, что делать. Все, начинаем. Как обычно, 40 мест и будем идти по нарастающей. Каюсь, погрешил я со вселенной игр Star Fox, но это не отменяет того факта, что вселенная мне абсолютно не интересна. Но вы можете ее знать из-за такого знакового персонажа, как Кристалл. Это синяя лисица, которая родилась на планете Сирения. Так уж получилось, что планета погибла, и она остается ее единственной обитательницей. И все, что остается делать Кристалл, это выяснять причину, почему планета и ее близкие погибли. Ее внешность я не нахожу привлекательной, да и сам персонаж с его дизайном уж слишком устарел. Не любитель я такого. Ангел или Эксперимент 624 впервые появилась в мультсериале Лило и Стич. Думаю, по ее внешности вы и сами отлично понимаете, что Ангел была создана по подобию самого Стича и для него же самого. Любовь, все дела. Она способна менять человека или других пришельцев, делая их злыми, если те были до этого добрыми. Иногда она очень хорошая, добрая, пронзительная и всеми силами проявляет свою любовь к нашему недалекому синему другу. А иногда она бывает просто невыносимой, однако чем больше времени она проводила в круге друзей Стича, тем больше она становилась таким же хорошим другом. А Хана значит семья, как говорится.
все персонажи Эмма Роуз. Для тех, кто не в курсе, игра Эмма Роуз является игрой одного из самых популярных художников по фурям. Игра представляет из себя обычную новеллу и мини-симулятор свиданий. Все персонажи Эмма Роуз выглядят очень одинаково, но больше всего мне понравилась Скай. К большому сожалению, игра все еще не переведена на русский язык. Планирую как-нибудь запилить про эту игру отдельное видео. Крольчиха Бианка и Фавен Элора из серии игр Спайро. Это очень старая серия игр про фиолетового дракончика и его приключения, в которых он знакомится с новыми персонажами. В 2018 году серия игр перекочевала в объединенное переиздание с улучшенной графикой. Крольчиха Бианка активно в своей жизни изучает волшебство под покровительством своей наставницы-волшебницы. Изначально она была антагонистом и была готова на все ради освоения магии в полной красе. Но после знакомства с драконом Спайро, она захотела его предупредить, что жизнь дракона в большой опасности, и стала его другом. Лор этой серии игр, очень большой и заслуживает отдельного внимания. Если вкратце, наставница Бианки начала делать неведомую херню касательно драконов, а Бианка в это же время объединилась со Спайро, чтобы помешать всем планам своей бывшей наставницы. Она была слепа, и только после знакомства со Спайро она обрела истину. Hello. I thought you might be hungry. Thanks. Did you bring any chips? I'm sorry this happened, but I tried to warn you. I had to help Spyro rescue the eggs. You just don't understand. If we don't bring dragons back to this world soon, all our magic will be lost. Теперь же об Элоре. Элора — это получеловек, полуживотное. Просто добрая олениха, с которой очень тесную связь поддерживает сам Спайро. Oh no! Oh, hello. We didn't get a chance to introduce ourselves before. My name is Elora. Hi. I'm Spyro. What are you, some kind of goat? I'm a fawn, you dork. Oh, sorry. Бренди и Мистер Вискерс. Возможно, вы смотрели этот мультфильм в детстве по каналу Disney. Вся суть сюжета такова. Бренди собака и кролик Мистер Вискерс были друг другу незнакомы и встретились в грузовом отсеке самолета. Из-за глупости мистера Вискерса все обернулось тем, что оба эти персонажа очутились в тропических лесах. Их выживание, их взаимоотношения и понимание — все это рассказывает сам мультсериал. Давайте, конечно же, о главном, то есть о Бренди. Нет, не Бредни, тупица. Бренди. Бренди Хэрингтон из флоридских Хэрингтонов. Слышал о них? Полагаю, нет. Bratty. Not Bratty, you flea motel. Brandy. Brandy Harrington of the Florida Harringtons. Ever hear of them? I thought not. Это собака, которая жила раньше реально припеваючи и в необузданной роскоши. Исходя из такого прошлого, уже понятно, как она будет себя вести с другими животными. Эгоцентричная, избалованная и жадная. Типичная твоя одноклассница. А после случая с самолетом, Бренди предстоит уже совсем другая жизнь, которая изменит ее надменное мнение об окружающих ее персонажей. Я лечу в 5-звездочный отель, где меня лелеют и холят. Что ж, моя жизнь иной быть не может. I'm going to a 5-star spa to be pampered and spoiled. Which, come to think of it, is sort of my life anyway. Все персонажи Блуи. Женских персонажей в этом детском мультсериале предостаточно, но для себя я выделил Чили. Обычная мамочка, ничего примечательного. Думаю, сам мультфильм в представлении не нуждается. Этот торчащий волосок раздражал меня все утро. This loose hair's been bugging me all morning. Персонажи вселенной Crash Bandicoot, а именно Тавна и Коко Bandicoot. Это тоже, как и в Star Fox, очень старая серия игр, которая дошла до переиздания. Изначально, я думал, эти персонажи связаны со своей родственной связью, поскольку все имеют фамилию Bandicoot, но оказывается, Bandicoot означает само существо. То есть Crash, Тавна и Коко являются бандикутами, а родственная связь имеется только у Крэша к Коко. Она ему приходится младшей сестрой. Дизайн всех этих персонажей менялся очень большое количество раз, и закончилось все это в 2020 году с появлением в сюжете новой параллельной вселенной. Тавна, исходящего сексуального недоступного объекта для Крэша, превратилась в независимую и сильную женщину, которая в сюжете играет далеко не малую роль. А Коко просто тупо сестра Крэша. Вместе они встречают все невзгоды и предстоящие перед ними испытания на протяжении всего основного сюжета. Hang on, guys, I'm coming. Thank you so much. Wait, Tana? But you're different.
You're not from our universe. It's good to see you guys. It's been a long time for me. Oh, we lost touch in your universe too, huh? Обычная женщина из аниме «Моя геройская академия», которая засветилась в 6-м сезоне 20-й серии и иногда появляется в виде мотивирующего персонажа и с нелегким прошлым. После хаоса, за который в ответе в основном зверолюди, обычные гражданские начали принимать любого звероподобного за очередного злодея, а обычная женщина таковой не являлась. Из-за своей причуды ее тело изменилось на лисье обличье. Из-за такой странной внешности во время хаоса никто из гражданских не хотел принимать ее в убежище. Сам персонаж очень положительный, и она хочет всеми силами добиться того, чтобы в Японии снова воцарилось спокойствие. Автор манги посчитал, что персонаж должен остаться безымянным и считает его самым милым в истории манги. 家にこもっていればそのうち落ち着くと思って。でもあちこちで被害が出るようになって怖くて避難所に行かなきゃって飛び出しちゃって。Рая Зораэс, или разведчица из игры Elden Ring. Это полукровка, которая может изменять свой облик между человеческим и змеиным. Служит она в вулкановом поместье и служит для того, чтобы набирать в рекруты погасших, что бы это ни значило. Вследствие одного из ритуалов вышло так, что она родилась полукровкой, и только леди Танит приютила ее для выполнения особых задач. Brave Tarnished, what is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Сибила из Метроидвании Псевдорегалия. Это помесь козы, зайца, кошки и человека. Она постоянно серьезна и напряжена на протяжении всего прохождения игры. Ненавидит готовку и мечтает когда-нибудь увидеть океан своими глазами. Вселенная игры изображает сны, в которых мы выполняем всякие задачки и так далее. Флора из веб-фури комикса Two Kinds, который берет начало аж с 2003-го, мать его, года. В 3 года тигрица была подвергнута быть рабом, однако ее купила дружная семья, которая относилась к ней как к дочери. Она очень сильно завидует другим женским персонажам из-за своего маленького размера груди. Но она, как и многие другие персонажи этого произведения, добрая и веселая. Причем даже хорошо понимает людей. Пацаны, даже не думайте. Викарий Амелия, босс из игры, которая до сих пор так и не вышла на ПК. Bloodborne. Амелия является зверем. Какой именно породы, сказать не могу. Раньше Амелия возглавляла церковь исцеления, в которой лечили людей при помощи древней крови. Кровь исцеляла всех, и только потом люди начали менять форму своего тела. Разрастание шерсти, удлинение конечностей и в целом деформация. Таким образом, некоторые избранные люди могли превратиться в чудовища, которых заклеймили интересным названием – Викарий. Амелия одна из таких и стала, а позже конкретно была повернута на древней крови. Босс обязательный, поэтому если вы на данный момент проходите Bloodborne, то вы его точно не пропустите. Доктор Тиана из вселенной Star Trek. А если конкретно мультсериал «Звездный путь. Нижние палубы». Кошка играет немаловажную роль в сюжете, поскольку если происходит какой-то пиздец, то она всегда решает подобные проблемы, без промедления. Слушай, парень, ты отлично разбираешься в анатомии, но если не научишься общаться с пациентами, иди-ка лучше в службу безопасности. Listen, kid, you're great at digging around in a body, but if you can't muster up some bedside manner, you may as well be with the grunts and security. Является доктором медицины и постоянно любит употреблять в лексиконе нецензурную брань. Твою мать! Ты представляешь, как тяжело вычистить сыр из шерсти в ультразвуковом душе? Ой, нет. Do you know how hard it is to get cheese out of fur in a sonic shower? Oh no. Она постоянно чем-то возмущена, и этим же качеством она помогает в решении трудных задач других персонажей корабля. Очень харизматичный персонаж, но это Star Trek, а мне он никогда не был интересен. Ты должна забрать мою семейную реликвию со склада на Квалоре 2. Ого, доктор Тиана, какая честь! Хватит, мне нужен младший офицер, не задающий лишних вопросов. Поспеши, миссия секретная, никому ни слова. I need you to pick up a family heirloom from a storage unit on Quailor 2. Wow, Dr. Ta'ana, I'm honored. Don't be. I just need the lowest ranking officer who will ask the fewest questions. This is a personal mission. Do it fast. Keep it private. Кармелита из серии игр про известного вора Слая Купера. Она инспектор местной полиции и на протяжении сюжетной линии преследовала банду воров Купера, но время от времени иногда помогала ему под видом любовного интереса. Лисица твердо убеждена, что каждое преступление должно понести следом и наказание, но при этом всегда пытается поступить максимально справедливо. Забыл сказать, что в угоду популяризации данной рубрики мною было принято решение сделать отдельный тир-лист персонажей, которых я упоминаю в этой
такой рубрике. Поэтому, если вы хотите составить тир-лист по своему предпочтению, то в описании я оставил ссылку. С появлением каждой новой части рубрики я буду добавлять новых персонажей, о которых я рассказываю вам. Джулия из моего любимого мультсериала «Озорные анимашки», который был перезагружен в 2020 году. Если вы в детстве смотрели мультфильм Пинки и Брейн, то знаете, что эти персонажи светились и в озорных анимашках. Именно в ремейке и появилась Джулия. Милашка Пинки, позволь сказать, что он в затруднительном положении. Нет, не так. Я придумала покруче. Oh, sweet Pinky. Let's just say he's rather occupied. No, wait. I've got a better one. Бывшая жена Брейна и ныне заклятый враг или повторяющийся антагонист. Изначально была доброй мышкой и выступала против жестоких методов Брейна, но все обернулось медным тазом, когда Брейн искусственно изменил ее поведение. Теперь же вся ее жизнь будет посвящена местью против Брейна. Очень яркий персонаж для вселенной анимашек, которого раскрыли вполне хорошо и незаслуженно слили. К чему это я? Точно. Здесь и сейчас я украду твой тайный код, улечу в космос, создам электромагнитный импульс и сама захвачу весь мир. Where was I? That's right. Here, in my body. About to steal your secret code, fly to space, activate the electromagnetic pulse, and take over the world for myself. Моя говорящая Анжела. Как бы вы сейчас не смеялись, а я на полном серьезе считаю, что Анжела должна быть упомянута в этой рубрике. Все мы в детстве играли в эти бессмысленные тамагочи, кто-то одевал Тома, а кто-то Анжелу. Во вселенной мультсериала является подругой Тома, с которой отношения весьма сложные. С одной стороны, она идеальный друг для Тома, хотя Том мечтает о большем, чем просто дружба. Какая бы Анжела ни была идеальной и доброй особой, достичь взаимной любви от нее к Тому очень и очень трудно на протяжении всего мультсериала. Нет, я пришла извиниться. Мне все равно. Своей новой песни я просто защищалась. Мне не нужны твои лживые извинения. Я вовсе не хотела, чтобы ты бросала музыку. No, I want to apologize. Whatever. I was only defending myself with my new hit song. Say the fake apology, princess. Not trying to make you freak out and quit music. Все персонажи игры Night in the Woods. Когда-то давно я проходил эту игру, но она начинается уж слишком долго. Но упомянуть, я думаю, все же стоит. Персонажей у игры очень много. Больше мне понравилась Беатрис Сантелла. Крокодил с очень мрачным и холодным характером, из-за того, что она пережила множество печальных событий за короткий промежуток времени, от чего стала курить сигареты. Несмотря на ее характер, она владеет вполне неплохим коллективом и общением с окружающими. Она участница музыкальной группы и играет на барабанах. Вроде все. Дженна из классического старого мультфильма Балта, который я вам настоятельно посоветую посмотреть. Сюжет мультфильма рассказывает о непростых временах, когда использовались собаки, преодолевая большие дистанции в зимнее время. Однажды случается несчастье. Разразилась очень большая эпидемия болезни дифтерии среди детей, а лекарств в городе не нашлось. На улице сильная вьюга, и задача заключается лишь в одном: преодолеть 600 миль с помощью собачьей упряжки, чтобы достать лекарство и спасти детей от болезни. Дженна чистокровная лайка, обладая красно-белым мехом, смелостью, умом и непоколебимой независимостью. Ну и, конечно же, испытывает любовный интерес к главному герою Балта. Понравилась гонка? Да, почти так же, как и тебе. Спасибо. Дженна, пойдем отпразднуем. Я знаю, где залита кость. Не знаю, Стил, у меня пропал аппетит. Enjoy the race. Yeah, almost as much as you did. Thanks. Jenna, let's go celebrate. I know where all the bones are buried. I don't know, Steel. Suddenly I've lost my appetite. Ее Никите главная героиня и принцесса-единорог фантастического измерения. Оптимистичная, яркая, веселая и жизнерадостная. И больше я ничем не могу помочь. Только пройтись по списку дел. Ясно? Список дел номер 1 — поднять тебе дух. Ну как, получилось? Нет. Isn't there anything I can do? You can clear your to-do list. Okay, my to-do list. Number 1, cheer Rick up. Is this working? No. А также имеет способность вызывать у себя большую ярость, если происходит какая-то опасность или возникает ссора между ее друзьями. Мультфильм максимально детский, так что можно не смотреть. Бизнес. Цифры. Неужели это работает? Да. Класс! Business. Numbers. Is this working? Yes. Все персонажи My Little Pony. Основной мультсериал я не осилил, однако полнометражные фильмы очень даже хороши в сюжете. Выбирайте любую поняшку на вкус и цвет, но я всегда был предан только Флаттершай. Но я узнала, что... Нам надо подняться на этот пик. Я прикинула, если использовать веревку и приложить силу... Выслушай меня, прошу! But what I found out is that... Now we gotta get up that peak. I figured if we use some rope and elbow grease, we can make it up half. Applejack! Can you please listen?
Первая 20-ка прошла успешно, теперь же вас ожидают более интересные персонажи, которых я для вас собрал. Стоит упоминания тот факт, что если вы страдаете недержанием кала, то вам самое место у меня в телеграм-канале. Бегом подписываться, я же для вас стараюсь, обормоты. Кошка Клэр из комикса The Summoning, который через некоторое время перекочевал в мини-эпизод. К большому сожалению, наверняка вселенная никогда не дойдет до релиза своего собственного отдельного мультсериала. Клэр является главной героиней, она ведьма и увлекается зелеварением, а иногда призывает темные сущности. Обычно она спокойна и цинична, но бывает очень вспыльчива, если ей мешать заниматься своим делом. Ходит в местную школу волшебства и непредпочтительна в общении с окружающими. Мне нужно устранить кое-какой мусор из моей жизни навсегда. Так что я призываю демона, чтобы он сделал мою грязную работу. I need to eliminate certain scum from my life forever. So I'm summoning a demon to do my dirty work. 808 или 808 из игры Hi-Fi Rush. Не буду хвастаться, но игру я прошел и был крайне удивлен ее геймплеем, суть которого заключалась в попадании в такт музыки твоих действий. Там же и засветилась роботизированная кошка 808, которая впервые встречает главного героя Чая. Кошка играет роль подручного для девушки Мята или Мятная. Мята создала эту кошку для слежки и проникновения на защищенные объекты. О сюжете долго разглагольствовать не буду, могу сказать, что мир, в котором живут главные герои, очень не любят те, кто имеет измененное технологиями тело. Игра очень годная и содержит в себе невероятный саундтрек. Советую. Со мной все это время говорила кошка? Нет, это 8. Я ее создала, и она похожа на кошку, да. Так... That was you back there? You're a cat? No, this is 808. She is a cat, but I built her. Look. Лисица Джейн из Кунг-фу Панда 4. Эта часть мультфильма, по моему мнению, я считаю самой слабой, ибо сюжет здесь высосан из пальца и не такой интересный, как в предыдущих частях. Небольшой фурор произвела сама Джейн своим появлением, отчего в фуре художники непременно начали рисовать с ее участием. Секретные сведения. Была воровкой, и только благодаря знакомству с По она поняла, что больше не может жить нечестно, и ближе к концу мультфильма предрекает, что она станет следующим воином дракона. Дай-ка спинку почесать. Эй! Он правда открывает врата в мир духов? Посох не так работает. Для этого его нужно отдать добровольно. Усекла. Дал, взял. That's a good back scratcher. Hey! So does this really unlock the door to the spirit realm? It doesn't work like that. It has to be given in order to gain its powers. Gotcha. Given to gain. Дизайн персонажа очень неяркий, да и ее характер раскрывает мультфильмы сквозь пальцы. SCP-1471 класса F-Клид. Только недавно я понял, насколько же вселенная SCP интересная. 1471 объект, или как упоминается его название, Мейлу, это SCP в виде бесплатного приложения для мобильных устройств, которое по стечению суток отправляет пользователю фотографию гуманоида из семейства псовых в костяном и меховом обличье. А по истечению еще большего количества суток SCP отправляет фотографии с тем же самым гуманоидом, но только уже в тех местах, в которых побывал сам пользователь совсем недавно. В плане проявления какой-либо агрессии существа не было замечено. Было замечено лишь то, что в Ешке и в том же самом Rule 34 персонаж необычайно быстро стал одним из самых известных персонажей, на которого рисуют разного рода контент. Миссис Фокс из полнометражного мультфильма «Бесподобный мистер Фокс». Сюжет мультфильма, если вкратце, рассказывает о противостоянии жителей фермы против самого мистера Фокса. Миссис Фокс была художницей и женой мистера Фокса. Она рассудительна, придерживается своих взглядов и очень любит мистера Фокса, даже спустив рукава о его воровстве. Много лет назад, когда мы были в ловушке, ты дал мне слово, что если мы выживем, ты больше не будешь красть куриц, индеек, гусей, уток, сквобов, кем бы они ни были. 12 fox years ago, you made a promise to me while we were caged inside that fox trap that if we survived, you would never steal another chicken, turkey, goose, duck or squab, whatever they are. В прошлом выпуске я говорил о Порше, но совсем забыл об Зуки Лейн, или Суки, кому как удобно. Собака-секретарь известного Джимми Кристалла, являющийся отцом Порше Кристал. Строгая, серьезная, но при этом не лишена доброты и великодушия к отношению к другим животным. Я же говорила, вы для этого не годитесь. Он хотел убить меня. Когда увидит, что вас нет, отправит за вами
зубами своих зверюк. I told you were not cut out for this. He tried to kill me. Yeah, and when he finds you're gone, he'll have his thugs looking all over for you. Кенгуру Кенга из известной детской вселенной англоязычной адаптации Винни-Пуха. Является матерью кенгуренка Крошки Ру. Заботливая и добрая милфочка. Однако стоит упомянуть, что в книге она не такая добрая, как в серии мультфильмов. Если кенгуренок Ру вел себя неподобающе в мультфильме, то Кенга поучала его в основном словами и здравым смыслом. Как в книге, единственным способом воспитать ребенка более правильно, она выбирала наказание. Купать ребенка в холодной воде, мыть рот с мылом и давать противное горькое лекарство. Вот такой вот, первоисточник. Но все равно персонаж имеет место быть, поскольку мамочек персонажей в среде Фурии не такое уж и большое количество. Если бы вы спросили меня, я бы сказала, что он сдвинут... К югу! Нет-нет, к северу, детка. Now, if you were to ask me, I think it's just a wee bit... South! No, north, dear. Наначи из достаточно популярного аниме «Созданный в бездне». Если вы не смотрели аниме и при виде Наначи вы резко захотели его посмотреть, должен предупредить вас, что аниме строго 18+. И оно полно жестоких моментов, учитывая то, что в таких моментах принимают участие маленькие дети. Теперь же о Наначи. Прости, что прерываю, но я ощущаю множество потоков сознания. Здесь опасно. Рико, 浸ってるとこすまねえ。意識の流れが集まってきてやがる。ここはまずい。Наначи раньше была обычным ребенком, и однажды каким-то образом она приняла участие в эксперименте одного из сумасшедших тиранов того мира, одновременно со своей подругой Мити. Их тела были подвергнуты деформации и практической смене облика. Если Наначи повезло и она стала милой, похожей на кролика Фурёхой, то ее подруге напротив. Официально пол персонажа Наначи неизвестен. Но многие считают, что это женский, ибо персонажа озвучивает женский актер дубляжа, да и многие другие вещи, чем занимается или увлекается Наначи, присущи только женской особи. Ребята, вы заметили? Символ на монетах. Это же тот самый символ. 二人とも見たか？あの鐘の印。例の印だぜ。Наначи очень рассудительно, кавайно и трогательно. Слава автору манги, начиная со 2-го сезона, Наначи играет одну из важных ролей в произведении. Рэк, ты слышал? Ага. Она по всему ходит и никому не показывается. Наверное, это она перечеркнула наше послание. Лег, 聞いたか？どこにでも行けて姿も見えねえ。あの書き置きを残したやつなんじゃねえのか。 Hello Kitty. Скажу по чесноку, я большой фанат эстетики Hello Kitty и Куроми, хотя в глубоком изучении вселенной я никогда не нуждался. Что сказать, это Hello Kitty. Худвинг из Доты 2. По сей день до сих пор вокруг этого персонажа крутится очень большой фэндом любителей белки с арбалетом. Парохвостка, которая своей хитростью завоевала большое уважение со стороны тамошних бандитов во вселенной Доты. Лор у нее очень замороченный и глубокий, достаточно лишь поиграть за этого персонажа, как вы поймете, что он из себя представляет. Итак, теперь же приступим к главной десятке моего неподкупного топа лучших фури персонажей в женском роде. Пользуясь положением, я хотел бы попросить вас, чтобы вы написали в комментариях, какой персонаж из этого разбора вам понравился больше, и самое главное, почему. Все комментарии я читаю, и самые интересные будут в конце каждого из выпусков данной рубрики. Ну что ж, начнем. Офицер Еу или ЛТ Виксон из северокорейского мультсериала «Белка и ежик», либо «Бурундук и ежик». История мультсериала долгая, давайте сразу к делу. Виксон – одна из помощниц местного командира и злодей женского пола. Лисица всегда бдительна, собрана и хладнокровна. Примечательно, также имеет немного садистские наклонности и с удовольствием проводит публичные казни. Возможно, лишь благодаря этому персонажу мультсериал заимел хоть и маленькое, но очень преданное сообщество по интересам самого мультсериала. Сержант Афера, босс из популярной сложной игры Cuphead. Игра не нуждается в представлении, однако сам персонаж мне очень понравился. Афера появилась в дополнение к игре и из себя представляет стройную самку собаки породы Салюки и серьезный лидер в глазах ее напарников. Конкретно про этого персонажа почти ничего не известно, поскольку игра больше ориентирована на прохождение боссов, нежели на сюжет. Витани, Зира, Сараби, Сарафина, Киара, Нала,
Шензи. Все это базовые персонажи из известного полнометражного мультфильма «Король Лев». Вставил я всех женских персонажей, потому что каждый из них чем-то да все-таки выделяется. Если вы хотите знать, какой мне больше всего понравился, то это Шензи. Хитрая и скупая на грехи гиена. Вмиг захватила мое сердце. А ну-ка, стой, стой, стой. Я тебя знаю. Ты мелкий прихвостень Муфасы. Whoa, 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 wait. I know you. You're Mufasa's little stooge. Ари, Векс и, конечно же, разумеется, Юмичка Жужумичка. Если Ари понятно, что многохвостая полулиса, Векс просто милая зверушечка с ушками, имея мрачный и похуистический образ жизни, то Юми в это же время является самым ярким, привлекательным и добрым персонажем во всей вселенной Лол. К Лиге и Легенд я отношусь крайне отрицательно, но отменять такого персонажа как Юми, думаю, не стоит. Волшебный дракон Сису из мультфильма «Рая и последний дракон». Сюжет данной картины рассказывать не буду, лучше посмотрите мультфильм сами, он годный и интересный. Сису, как ни странно, дракон и очень напоминает такой вид поведения, как пацанка. Если она делает что-то плохое, то это всегда во благо добра, а так это очень харизматичный персонаж, за которым мне лень следить на протяжении всего мультфильма. Дизайн персонажа просто отменный. Купнемся вместе? А если увидит кто? Кто? Это твой капитан креветочный соус. Ну и пусть увидит, что он из меня заливной приготовит. You wanna come in? Someone could see you. Oh, do you mean Captain Poppinlock over there? Well, what are we scared he's gonna challenge you to a dance battle? Кто бы что ни говорил, а не вставить Диану Фоксингтон в эту рубрику было бы жесточайшим преступлением. Она пришла из мультфильма «Плохие парни», который я благополучно посмотрел, и скажу, что он такой средненький, более-менее мультик. Диана Фоксингтон очень продвинутый губернатор города и в прошлом великая умная воровка. Владеет боевыми искусствами, а в основном спокойно, терпеливо и всегда пытается быть дружелюбной. В сюжете играет немалую роль, а также питает любовную страсть по отношению к главному герою, мистеру Волку. Говорят, искусство раскрывает не столько художника, сколько зрителя, мистер... Пудельтон. They say that art reveals more about the viewer than the artist. Mr. Пудлтон. Волчица Роксана одновременно и антагонист игры FNAF Security Breach. Рокси не владеет настоящей личностью, а лишь искусственной. Азартная и самовлюбленная девушка, которой нравится быть в центре внимания. Персонаж заимел очень большую популярность среди фурий художников, тем самым продвигая новую часть FNAF. Теперь же тройка финалистов. Викси из классического произведения «Лис и пес», где выступает любовным персонажем для главного героя Тода. Изначальным дизайном персонажа выступала горничная Мариан, которая была в первом выпуске рубрики и была изменена на обычную лису. Персонаж владеет по большей части стандартными качествами, присущими многим из этого разбора: доброта, искренность, любовь и многое другое. Странный он какой-то, невеселый, как будто опущенный в воду. Oh, gosh, he seems so, I don't know, so downhearted, Big Mama. У нее нет отрицательных сторон, и она очень сильно любит Тода. Именно из-за ее, так скажем, максимальной дефолтности мне так понравился этот персонаж. Офицер Флинт, который впервые засветился модом на игру Guitar Hero, а позже ее начали добавлять во все игры тоже под видом мода. Ее историю или то, как она появилась в интернете, я так и не смог узнать. Ах, точно, я же могу спросить у нее самой. Давай сразу перейдем к делу. У меня к тебе вопрос. Откуда ты пришла? Кто тебя придумал? Ну, если быть честной, меня придумал один человек в интернете около 6 лет назад. Он создал меня в качестве своего аватара на разных форумах. Так я появилась в сети. Хорошо, а ты в курсе то, что многие в интернете на тебя рисуют непристойные вещи? Вот теперь ты задал действительно интересный вопрос. Честно говоря, это немного странно. Понятно, что некоторые люди видят сексуальность в антропоморфных существах вроде меня, но не могу сказать, что это очень нравится. Ты ведь тоже рисуешь непристойные вещи обо мне, так? Нет, я этим не занимаюсь. Но я хотел бы тебя попросить, чтобы ты передала привет моим подписчикам канала Иван Майлд. Передам. А сколько у тебя подписчиков, раз уж на то пошло? 3000 подписчиков. Это мало, но я люблю заниматься своим творчеством. Могла бы ты передать всем им привет? Конечно, отлично, что ты занимаешься своим творчеством. Я передам твоим подписчикам большой привет. Как ты относишься к тому, что я поставил тебя на 2-е место в топе лучших фури персонажей? Тоже 1-е место получил. 1-е место получила
А вот не скажу. Это секрет. Серьезно? Дразнишь меня так и не хочешь сказать, кто же победил? Вы сами отлично понимаете, что я чрезмерно очень сильно люблю вселенную мультфильмов 101 Далматинец, который послужил дизайну моего канала. И теперь настало время объявить, что первое место этого разбора занимает Долли. Мне нужно упорядочить коллекцию костей. Значит, ты идешь в домик на дереве, да? To categorize my bone collection. So you'll be in your treehouse, Долли в первый раз появилась в, так скажем, перезапуске 101 Далматинца и играет главную роль, как и ее брат Дилан. Она задорная, добрая, смешная и в конечном итоге не лишена ярости, для которой нужна конкретная причина. Просто так Долли не будет злиться. Эй, Рокси, сейчас твой парень будет танцевать! Hey, Roxy, check out your dancing boyfriend! Долли очень целеустремленный далматинец и на протяжении всего мультсериала постоянно будет пробовать себя в чем-то новом и постигать это, не бросая. А теперь на конкурс собачьих манер. And so, to the pooch pageant! Мне понравился этот персонаж прежде своей неординарностью. Это очень многогранная личность, за которой скрыта маленькая, миленькая собачка-далматинец. Если вы вдруг надумываете посмотреть этот сериал, то разочарую, мне он не понравился, и проекты по этой вселенной до этого мультсериала были в разы лучше. Ну а чтобы рубрика приобрела более яркий окрас, я решил не обделять ваши комментарии под прошлым выпуском своим вниманием. Ну хоть не Долли, ну хоть не Долли, но я ее вставил как бы в этот выпуск. Я что-то про нее забыл, у меня весь канал оформлен в стиле далматинцев, ты же в курсе. Главный персонаж это Долли, то есть я ее вставил на аватарку. Вот ее? Это ее, что ли? Да, это Долли. Думаю, Гей, Яш. Раз. Еще такая аватарка. Раз, ускоряйся. Манки. Такие видеобазы для фанатов Крейфи. Между прочим, подписчик, то есть да, это база для понимания Крайфир. Конечно, я сделал вид, что я умный. И офицер Флинт, ты в курсе, кто такая офицер Флинт? Нет, нихуя. Ты не в курсе, это, блять, вот это Ебать, вот у него! У этого чила снизу аватарка охуенная. Вот это? Этот, который Мими Дэш, блядь. Офицер Флинт, загугли, кто это? Все это за хуйня, блядь. Это сухарики Флинт. Сейчас ты вот этого вот чела будешь видеть везде, нахуй. Rivet in my heart. Мама Гамбола. А ведь мать Гамбола ебать. Луна на обложке. Так, а чё Луна забыла на обложке? Это чё, видно? Не смотрел видос. Сергей Арбузов. Конечно, с таким-то ником. Сергей. Автор, если ты не ответишь, что все люди мира геи, пидорасы и вообще все на пиздец. Наконец-то разбор дрочки. Боже, на что я трачу свою жизнь, мне стыдно за все свои совершенные грехи. Да, он тебе когда-нибудь было стыдно за такое? Ну, если учитывать тот факт, что я делал в Пиксиве, то да. Да, ты купил там подписку, это пиздец. Да. Игнафия. Мне нужен мой Су-152, Зверобой или Штурм Тигр. Изгой сразу по двум причинам. Сигма не гоняется фугасом. Во-вторых, иди нахуй, не придумал. Я даже лайкнул. Так, спасибо, теперь я... Вот, кстати, Тэмон, ты шаришь теперь за это. Все знают, что лучший выбор в Андертейле это Маффет. Маффет имба, она реально классная. И ее саундтрек самый охуенный. Кристалла Стар Фокс я вставил в самое последнее нахуй место, туда и нахуй дорога. Фури, я анти-фури. И видишь, это опять вот начался, это дебильная аватарка моя. Время решил не тратить зря. Это как косплей, только не своего ОС. Это все понятно, но я пошел махать. Насчет меча нету, но у меня есть автомат. Его передергивают. Где кристалл, где кристалл? Есть Porsche Кристалл, на сегодня хватит. Премируйте их быстрее. Довольно интересный топ, где можно согласиться, где-то нет. Но хотелось бы добавить что-то. А в целом очень хорошая работа. Но главное, что Ост Neon White на первом месте. Я сразу потек как... Это чел шарит! Кто такой Neon White? Neon White это, блядь, игра охуенная. Я в автономер форсюте, так что потом развивается рак, да. Так, кстати, кому надо кот и лиса, сайт My Motofood Porno. Что такое, точно не могу сказать. Кстати, там еще, где они под кроватью. Я не знаю, Денис Золото написал, нахуй он это написал. Ёбаный Денис Золото. Какой-то маленький мальчик детсадовский написал. Да хрена он про это пишет. Вот, опять он это пишет, блядь.
Лапанич, Лукарио, всех эволюционных Иви Дексу. Заебало. Бля, я немного из-за тебя вина пролил. Бля, дурак нахуй нас. Че ты так меня рассмешил, бля, дурак? Дурак. Короче, теперь этот канал мой. С этого момента я им распоряжаюсь. Я ввожу новые законы. Значит, не пускать израильтян на этот канал. Второе, объявляем войну печенегам. Третье, с этого момента каждый человек должен будет завести себе блоха, а именно в 5-й точке. Запрет на подстригание своих волос межбулок. И также, думаю, мне кажется, обязать всех людей ходить с огромным юлдосом, похожим на кружку возле их шеи. Вот. А в целом тогда гимн. Какая хуйня возле шеи? Че ты, блядь, несешь? Я проделал этот нелегкий путь не для того, чтобы вы нашли персонажа на одном из сомнительных сайтов, где вы будете делать всякие непотребства, а для того, чтобы вы поняли, что эти персонажи в первую очередь личности, которые были прописаны с душой или похуизмом, а также нашли между собой и ими что-то нечто общее. Напоследок попрошу тебя оставить свой отзыв об этом ролике, свои мысли в комментариях о том или ином персонаже и не забывай про телегу. На этом все.